Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Очень хочется сшить что-то необычное и интересное, с объемными формами. У меня есть шаблон шестигранника с длиной стороны 9 сантиметров. Но такой шаблон нужного вам размера можно сделать и самостоятельно с помощью циркуля и линейки. И еще нам понадобятся квадраты размером 9 на 9 сантиметров. Их размер такой же, как и сторона шестиугольника. Квадраты складываем сначала по диагонали, фиксируем утюгом сгиб. Затем сворачиваем еще раз пополам. Получается очень симпатичный треугольник, уголочек. А дальше мы к каждому срезу шестиугольника будем пришивать такой треугольничек. Уголочек складываем ровно и пришиваем. Строчку прокладываем на расстоянии 5 мм от края. Мне захотелось посмотреть, с какой тканью получатся более эффектные варианты, поэтому нашила сразу много таких заготовок. Каждую заготовку обошьем полосками ткани шириной 4 см. Шейте так, как вам удобнее. Припуск делайте 7 мм. Готовые блоки тщательно проутюживаем и подравниваем. А уже потом можно подумать и над дальнейшими действиями. Вы же понимаете, что я даю вам идею, а что это будет в вашем исполнении, уже полностью зависит от вас и от вашей фантазии. Из этих заготовок можно нашить салфетки, подставки под горячее, сделать целый комплект или шить большую сервировочную скатерть, дорожку раннер. Эти блоки можно сшивать плотно друг с другом, а можно между ними делать треугольные вставки. Самые трудолюбивые могут замахнуться и на большое лоскутное одеяло. Такой узор можно еще продолжить рядом треугольников, уголочков с углом 120 градусов. Длина стороны 12 сантиметров. Сделаем выкройку. Немного закруглим широкую сторону, чтобы приблизиться к кругу. Выкроем 6 таких деталей. Определимся с узором и приступим к сшиванию деталей. Форма у нас не совсем обычная, шестиугольная. Когда будем работать за швейной машинкой, надо строчку начинать и заканчивать, немного отступив от края. Тогда мы сможем легко развернуть детали и все аккуратно прошить. Начинаем с центра, к нему пришиваем боковые стороны. А уже потом прошьем бока и присоединим завершающие треугольники.
Готовое полотно тщательно проутюжим и соберем сэндвич. Ткань для обратной стороны, слой синтепона, красивая лоскутная часть. Все хорошенько расправим и заколем английскими булавками. Стежку будем делать самую простую, в шов, по основным линиям. Когда все будет готово, подровняем края и обрежем лишнюю ткань. Окантовку сделаем косой бейкой. Она выкроена под углом 45 градусов и хорошо тянется. И готово у нас прекрасное, не знаю что, но красиво. Я сшила небольшой размер, чтобы вам показать, а желающие смогут сшить и огромное лоскутное одеяло. Вы же понимаете, что я дала вам идею. Не ждите чудес, чудите сами. Ставьте классы, пишите комментарии и обязательно подписывайтесь на все мои соцсети, группу ВКонтакте, в Одноклассниках и на Рутубе. Огромное спасибо всем, кто поддерживает меня на Бусти. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!